Ради Аллаха, не бросайте мусор. Коровы, бараны ходят прямо по дороге. У-ху! Шикарно. И прямо по краю обрыва. Видите? Мертвый город или город мертвых. А здесь вообще кто-то черепа разложил. Вот это жижик галнаш. Кусок мяса. Да, он сейчас нас остановит. Совершенно внезапно мы решили поехать в Чечню на машине. Это от Москвы очень и очень далеко. И скажу сразу, как у большинства русских людей, у меня куча страхов, стереотипов, предубеждений против Чечни. И поэтому мне очень интересно, что там на самом деле. Проезжаем Северную Осетию. Нас остановили уже около 5 раз. Проверяют документы и машину. Мы заехали в Чечню. Здесь нас пока ни разу не остановили. Дороги прекрасные. Вот мы подъезжаем к Грозному. Грозный – это столица Чечни. Вот опять полиция стоит. Все, заселились мы в отель. Точнее, даже непонятный какой-то целый комплекс. Сейчас я покажу. Вот такая комната. Здесь уже... Что, тише? Отдыхает Рома, говорит, тише. Двухэтажная кровать. Еще одна кровать. И получается вот такой маленький номер. Зато вокруг очень красивая территория. Это какой-то ресторан на воде. А там рыба. Рядом парк. Парк аттракционов с динозаврами. И посмотрите, какая идеальная чистота. Ни одной бумажки. Я сейчас в самом центре Грозного. Время 7 часов вечера. Это площадь перед мечетью сердца Чечни. Сейчас вот она. Потрясающая красота. А там Грозный Сити сзади. У-ху! Шикарно. Сейчас все покажу еще раз. Погода испортилась, и мы прячемся в мечети. Это Грозный Сити. Никого нет. И очень красиво. Всем привет! Мы решили не сидеть в Грозном, а увидеть настоящую Чечню. Поэтому мы поехали в горы. Вот такой тут у меня временный водитель, исполняющий обязанности водителя. Сейчас покажу вам эту жуткую горную дорогу. Вот наша машинка. И едем мы по таким горам. И прямо по краю обрыва. Видите? Здесь обрыв. А там внизу горная река. Вон она. Быстрый поток. Воздух невероятный. Такая красота. Вон они, горы. Здесь еще надо быть осторожным. Коровы, бараны ходят прямо по дороге. Мы, кажется, подъезжаем к очередному блокпосту с полицией. Сейчас у нас будут, наверное, проверять документы. Там портрет Кадырова, флаг России, флаг Чечни. Да, он сейчас нас остановит.
Остановились еще в одном месте. Это просто что-то невероятное. Очень сильный ветер, посмотрите. Ужасный ветер. Какой кошмар, телефон из рук выбивает. Это знаменитые здесь башни. Еще интересно, здесь везде попадаются такие таблички. Ради Аллаха, не бросайте мусор. И, кстати, действительно, обочины очень чистые. Мусор люди не бросают. Все деревья цветут. Смотрите, какая красота. Там шумит горная река. Просто потрясающе. Оп. И портрет Кадырова. Мы приехали в горную мечеть в Итум-Кале. Красивый поселок. Здесь очень сильный ветер. Газель был рассчитан на один выстрел с пенью ружья. То есть у меня это было. По-моему, как фильме, патрон, что ли? Да. Да, по-моему, в фильме «Кавказская пленница», там зажигалка и сигареты. На одну нажимал, вторая зажигалась. Да, царские монеты. Смотри, какой красивый поезд. Ты вот такой вот красивый. Прошли еще один пограничный контроль. Это мы въехали в пограничную зону с Грузией. Въехать могут только граждане Российской Федерации по паспорту. Сейчас едем к Некрополю, и там будет еще одна проверка на российской военной базе. Все, подъезжаем к военной базе. Вон торчит флаг. Опять? Да, Рома, опять здесь везде российские военные базы. Сейчас здесь оставим машину и дальше пойдем пешком. Ну что, мы прошли последнюю военную базу. У нас опять проверили паспорт, проверили машину. И вон там, кстати, наши военные. А мы идем на гору. Сейчас покажу. Вон там на горе Некрополь. И на машине туда ехать нельзя. Поэтому мы сейчас туда пойдем пешком 1,5 километра. Итак, мы поднялись в Цой-ПД, мертвый город или город мертвых. Здесь склепы. Некоторым из них уже больше 1000 лет. Некоторые здесь с 15 века. И по легенде, сейчас я покажу, по легенде сюда приходили люди, которые собрались умирать. Заходили в эти склепы, ложились и умирали. Видите, внутри до сих пор еще вот человеческие кости. Я безумно рада, что мы сюда приехали. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на это величие. Я не знаю, горы — это то, что меняет наше восприятие мира. Сразу чувствуешь себя маленькой-маленькой песчинкой. Рома лезет в башню. Сейчас тоже пойдем. Это твое окошко? Ага. И на 3-й этаж. У меня нет.
Вон тоже внутри чьи-то кости. О боже. По-моему, это чья-то челюсть. Какой кошмар. А здесь вообще кто-то черепа разложил. Так неприятно это все. Фу, да, место, конечно, интересное такое. Все, мы возвращаемся назад в Грозный. Ехать 2 часа. Поехали пробовать чеченскую кухню. Мы пришли попробовать чеченскую кухню. ЖЖ Галнаш. Находится, кстати, на проспекте Путина. И вот главное национальное блюдо. ЖЖ Галнаш. Сейчас будем его пробовать. Цены невысокие по сравнению с Москвой. Посмотрим. Вот это ЖЖ Галнаш. Кусок мяса. Нужно отрезать кусочки. А это галушки. Смотрите, их надо натыкать. Это из теста. Макать в чесночный соус. Видите, здесь чеснок. И все это запивать мясным бульоном. Сейчас попробуем. В общем, вышли мы из кафе. Это было совершенно потрясающе. Очень вкусно, но очень много. Сейчас идем по проспекту Путина. Многие еще спрашивают по поводу женской одежды в Чечне, как женщины одеваются, должны ли они быть все в черном, обязательно все закрытые. И я сама опасалась сначала, купила юбку, хотела купить платок, но оказалось, что все это абсолютно никому не нужно. Сейчас покажу, как здесь выглядят женщины. Вот леопардовый принт, яркие цвета. Все с макияжем, много обтягивающей одежды. На самом деле девушки в Чечне очень красивые, улыбчивые и видно, что очень скромные. Здесь в центре такой тоннель из сердечек. Вечером он светится. Сейчас люди сфотографируются. И мы туда пойдем. Ой, тут паровозик. Заходим в этот сердечный туннель. С этой стороны отель Грозный Сити. А здесь парк. Тут разные животные из травы. И там кафе национальной кухни. Медведи, осел, еще медведь.
а там просто жилые дома, где живут люди. В общем, вечером здесь хорошо. Ну что я могу сказать в заключении? Я была в очень многих странах и много всего видела, но поездка в Чечню меня совершенно ошеломила. Я в полном восторге. Очень гостеприимные люди, невероятная природа. Все хорошо. Все хорошо, и, пожалуйста, я очень надеюсь, что это видео не станет таким же, как мое украинское видео, и что в комментарии не придут неадекватные, агрессивные люди. Не надо учить меня жизни. Я по профессии историк, и я знаю, что такое русско-чеченская война и что там происходило. Не надо. Это видео не про войну, это видео про туризм, про поездку, про прекрасные эмоции. Давайте оставим его таким и не будем превращать его в политические дебаты. Пожалуйста. В общем, не надо бояться, езжайте в Чечню, это прекрасное место для туризма. Пожалуй, все на сегодня. Большое спасибо за просмотр. Пока-пока.